Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, таро расклад, события на пороге декабря. События ближайших 2 недель или начала месяца, до середины месяца. И 4 числа Венера, ваш управитель, входит в знак Скорпиона. Скорпион тайный знак, и здесь какие-то подробности могут быть, ну, как бы вам известны, или вообще это больше влияет на отношения и замечательное время, чтобы состоялись какие-то важные разговоры, особенно из тех, которые словно назрели давно, но мы не решались что-то проговорить. Так вот, вместо того, чтобы додумывать, лучше вынести на поверхность, и это в целом. Вот такие задушевные беседы или искренние будут больше объективности способствовать и откровениям. И это будет дважды важно. Почему? Потому что 12 числа, ну, у кого-то 13, в зависимости от региона, у нас новолуние в Стрельце. Стрелец – это большой оптимист. Это, помимо всего прочего, еще и солнечная энергия, теплая, страстная. И когда мы будем больше уделять внимание своим желаниям, и нам захочется вымести какой-то ментальный мусор, и, может быть, вот эта Венера в Скорпионе как раз как гештальт какой-то закрыть, с чем-то разобраться, вполне вероятно. Уже с 13 числа как будто энергетика поменяется до конца года. Больше вдохновения, больше радости, больше каких-то приятностей нас ждет. С другой стороны, есть еще такой момент, опять же, планетарно. 13 числа Меркурий уходит в ретро-движение, он пробудет в ретроградности до 2 января, поэтому могут быть какие-то задержки, или как с финансами, например, или искаженная информация. Не торопитесь на что-то откликнуться. Здесь как будто нужно сначала разобраться и вообще принять то, что приходит на наш порог, мудро, если и правда задержки как таковые будут иметь место. Давайте мы с вами узнаем и первую карту, что придет. Вот такой мы с вами сделаем расклад на первые 2 недели декабря, а что уйдет. И 3 главных события, если мы говорим про события декабря, которые на пороге. Вот что на пороге. Первое событие для вас. Второе, как видят карты. И третье. Давайте узнаем, что придет. Итог какой-то. По карте Мир. Старший аркан. Правда, вы... Может быть, тут может любая быть сфера жизни. Если мы говорим сфера финансов, вы можете получить деньги, те, которые долгое время к вам шли, может быть, где-то задерживались. И в первые 2 недели, правда, как будто исполняются наши желания. Или это касается работы. Работа, может быть, какой-то проект или то, чем вы занимались, тоже есть своего рода итог. Это карта надежности. Это когда мы словно сдали жизненный экзамен, и перед нами новые перспективы открываются. И поэтому и говорит карта, нет ничего невозможного. Тут полный баланс вообще по всем сферам жизни. И что-то доброе, хорошее, светлое, радостное, мои дорогие весы, если мы говорим, что придет. Карта Мир. Сама по себе карта Мир. Это когда мы, правда, можем со всеми договориться, даже с людьми сложными. Когда больше мира в нашей душе, больше гармонии, душевного понимания, взаимодействия. Прекрасная карта, когда не просто у нас что-то получается, а когда мы с большим оптимизмом уже в сторону прогресса смотрим. Если прежний был какой-то период, ну, с какими-то шероховатостями или с разочарованиями, все, как будто ставим точку, подводим итог. Что уйдет? Ну вот, можно вообще ничего не рассказывать. Правда, карта красочная. И эта карта, кстати, это не новое какое-то событие, а именно она о прошлом, что в прошлом был какой-то разочаровывающий период. Но, знаете, он вас закалил. Как будто по судьбе было, может быть, пройти перипетии какие-то для того, чтобы стать мудрее. Мы перестаем откликаться эмоционально на какие-то даже душевные раны или какие-то события, которые прежде бы нас словно выбили из колеи. Может быть, для вас то, что было в прошлом, знаете, как болезненно, как какая-то болевая точка, а теперь здоровое равнодушие. Мне просто все равно.
Я отпускаю все то, что было. Вот оно действительно уходит. Разочарование, может быть, и предательство для кого-то. Еще какая-то патовая или сложная ситуация в вашей жизни, которая даже вас держала очень долго, словно в тисках, напоминая о себе снова и снова. А вот теперь нет. Есть возможность словно выдохнуть, расслабиться, не думать, не проигрывать из прошлого снова заново какую-то ситуацию и заново расстраиваться. Как будто все, финал. Давайте посмотрим 3 важных события. И прекрасно, рыцарь кубков. Вдохновение, хорошее настроение, предложение о поездке, признание в любви. По этой карте нет какого-то прогресса на долгий период времени. Но нам карта предлагает насладиться этим моментом времени. И поэтому, если мы говорим важное событие, что-то доброе, хорошее, светлое, вот все то, что я говорила по карте мир. Но больше это из разряда личной жизни. Давайте мы зададим такие вопросы. Чем дело кончится? Но карта обещает уже нам 2 карты, по сути дела. Да даже 3 карты. Что уходит? Разочарование уходит. Тут одна, это даже карта в этой позиции сама по себе говорит о том, что больше оптимизма, больше радости будет. Итак, чем дело кончится? По рыцарю кубков, по жезлов. Какие-то эмоции могут перерасти в долгосрочные планы, могут, вполне вероятно, но по пажу жезлов долгосрочные они могут быть, но нет какой-то основы пока, понимаете, оттолкнуться как будто не от чего. Паж — мелкая карта, мы можем сами строить планы на будущее, это наши идеи. Может быть, это вы с кем-то будете, все-таки у нас рыцарь кубков, строить планы на будущее, но, мои дорогие весы, ну нет, опять же, какой-то базы, пока еще стабильности, чтобы, ну, загадывать наперед. А вот насладиться как идеей и моментом шикарно. Чем сердце успокоится? А тут нам больше говорят о вашей самодостаточности. У вас, ну, может быть, для кого-то вот этот рыцарь кубков — это ваши приятные эмоции по поводу того, что вы смогли осуществить какой-то свой проект. И тут как бизнес-проект, как ваше, может быть, хобби, который вы уже переложили на способ заработка или осуществили другой какую-то свою тему, которая вам всегда хотелось, к примеру, получить новую должность или какие-то свои амбиции удовлетворить. Потому что по 9 пентаклей, правда, когда у нас все под контролем, когда у нас где-то порядок по финансам, вот что-то такое для себя ощутимо важное вы можете сделать на начало декабря. Безусловно, от ваших, как и идей, от ваших действий будет зависеть вот эта сильная позиция. Но тут можно настолько развернуть колесо судьбы благодаря вашим приложенным усилиям, как быть и счастливым, довольным, и уверенным уже в завтрашнем дне. Интересно, дайте карту совет. Тут действительно уйти от разочарования, вот все то, что я сказала, как финансовой какой-то нестабильности вы можете уйти. Ваши действия все же, правда. 5 пентаклей — это у нас всегда недостаток. И если мы говорим, какой же совет, как будто вот нужно выйти из, может быть, зависимых отношений. Или когда в отношениях есть эмоциональный холод, может быть, что-то проговорить, и отношения для вас важны. Озвучить, вот как 4 числа мы говорим Венера в Скорпионе. И есть действительно такая возможность для самого себя, для самой себя, словно, ну, какую-то политику внутреннюю изменить и больше уверенности себе добавить. И уделить, в принципе, внимание как взаимоотношениям, так и финансовой составляющей. Но все будет зависеть, опять же, от ваших действий. И, знаете, положительный момент в том, что вам люди будут откликаться. Поэтому не упустите начало декабря, первые 2 недели, сделать для себя что-то ощутимо значимое, не просто эфемерное, а то, что где-то будет означать материальный все-таки мир или какую-то конкретику. И чего бы тут ни касалось. Чувства, значит, тоже мы как-то можем улучшить свое качество жизни, если вопрос касается личной жизни и тех отношений, которые уже сложились. Если новые отношения
И я этого сказать не могу, как говорила. Тут не загадаешь наперед. Но для тех, кто в паре, и, может быть, были какие-то детали, которые не достигли взаимопонимания. Вот этот самый холод, который идет по пятерке пентаклей. И здесь кардинально изменить обстановку. Может быть, знаете, удивительное время, чтобы колесо вашей судьбы, вашей истории развернуть в том направлении, как вы захотите, мои дорогие весы. И порадоваться тоже. Давайте посмотрим. Тройка жезлов. Прекрасно. По этой карте это как раз уверенность проходит. И когда мы смело строим планы на будущее, но еще пока нет движения. Может быть, что-то вы тут сделали хорошо, правильно, какой-то результат вы уже получите, что даст вам возможность планировать что-то наперед, видеть свои перспективы. По тройке жезлов не торопитесь. Второе событие, вам могут предложить что-то, вам могут предложить как и должность, так и вы можете планировать какой-то переезд. У кого-то из вас это вопросы вообще, как и личной жизни. У кого-то могут проиграться отношения на расстоянии с учетом карты «Мир» и вашего переезда куда-то очень далеко. Для кого-то, может быть, и поближе, а у кого-то в другую страну. И, видимо, какое-то будет согласие, либо, ну, может быть, как и документы готовить вы будете, или уже они готовы. Но что-то будет для вас более определенно, мои дорогие весы, в первую половину декабря. По крайней мере, вы где-то будете уже знать, каково ваше направление. Но пока еще нет, наверное, форсажа какого-то. Потому что человек у нас показан, да, он подвернулся спиной к прошлому. Как будто для вас действительно какой-то гештальт вы закроете. Все, нет этого разочарования. Не вспоминайте то, что было. Не имеет никакого значения. Вот тот итог, который происходит, как минимум в одной сфере жизни, а то и в двух. Я здесь вижу личную жизнь и вопросы финансов для вас, мои дорогие весы. Что может быть лучше? Это как раз по вашей Венере. Финансы и любовь. И вот в этих сферах у вас что-то меняется. Давайте мы спросим, чем дело кончится? Тройка жезлов, 2 карты. Ну, вот все то, что я сейчас говорила. Причем сразу, чем дело кончится. Какими-то финансовыми перспективами. У кого-то могут проиграться вопросы, связанные с вашими детьми, даже старшими, взрослыми детьми. Но есть еще все же, как и по пажу Пентаклей, так и по рыцарю где-то Пентакли, идут своего рода наши планы на долгосрочное будущее. Но это только планы. Мы еще их строим, да. Но пока конкретики как бы нет, но это нам говорит о том, что она будет благодаря нашим приложенным усилиям. И десятка кубков сама по себе карта. Полный баланс во всех сферах жизни. И если мы спрашиваем, чем дело кончится? Радостью, счастьем, удовольствием от жизни, мои дорогие, взаимопониманием, вот правда уйти от недостатка этого взаимопонимания и решить вопросы какие-то, как и по финансам, и, может быть, проложить себе или заложить основу вашего дальнейшего прогресса. Чем сердце успокоится, хотя тоже понятно, чем сердце успокоится, но все же. Ну, правда, посмотрите как. Праздник после победы. И у нас изображена семья. И это не просто как победа на каком-то деловом поприще или в вашем проекте. У нас все-таки здесь еще есть составляющая личной жизни, какая-то душевность, радость, тепло. И поэтому по этой карте проигрываются, опять же, как вопросы недвижимости, вопросы отношений в паре, любви, надежности. Это тоже карта якоря. И уверенности в будущем. Мало что есть победа, так есть еще и праздник. И баланс по всем сферам жизни. Шикарно. Карта совет. Хотя какой тут совет? Ну давайте достанем. Вот для того, чтобы вот это все удержать, вам, мои дорогие весы, нельзя распылять свою энергию в течение начала декабря. Как будто первое, уделяем внимание тому, что может помешать или составлять какую-то угрозу для ваших дел, для ваших проектов. Не расслабишься, вас ничто не должно застать врасплох, правда? А с другой стороны, использовать любую возможность, чтобы быть счастливым. Не участвовать по этой карте в делах других людей.
не тратить туда времени. У вас что-то на кону для вас лично и для вашего благополучия будет стоять очень важное. Вот, видимо, как совет, правильно распределить собственные силы. И ведь по этой карте девятка жезлов в герметической колоде Таро это карта великой мощи. То есть у нас и душевных сил достаточно, и физическая форма у нас на уровне. Все хорошо, отлично. Но это на благо самому себе нужно употреблять, а не включаться в какую-то многозадачность, которые вас могут, может быть, и склонять. Третье событие. Прекрасно. Королева Пентаклей. Это та, которая создала сама себя. Это та, которая находится среди райского сада. Красивая очень карта. И это она все своими руками создает. Когда-то в ее ментальности зарождается как мечта или идея, а потом она ее воплощает в жизнь. Вот третье событие. У вас что-то воплощается в жизни. Может быть, как ваш какой-то творческий проект или тот проект, который мы называем амбиции честолюбивые. И так, может быть, все-таки Пентакли, вопросы заработка. И по королеве Пентакли вопросы тоже личной жизни, опять же, нашего благополучия в квадрате. Ну, давайте мы все равно, чем дело кончится. Хотя карта сама по себе и о стабильности, и о том, что уверенности в завтрашнем дне. Королева Пентаклей надеется сама на себя. И вам как будто тоже, несмотря на достаточно благополучный период 2 недель, начала декабря, вам все равно нужно держать все под контролем и надеяться не на людей, а на самого себя. Итак, чем дело кончится? Правда, марафонским забегом, когда мы какое-то свое дело по части, откуда к вам приходят деньги, или по части вашего дохода уже можем видеть на далекий период времени. И эта карта как и перспективы, так и пусть не быстрого прогресса, мои дорогие, медленного прогресса, потому что рыцарь Пентакли едет медленно, но он все подмечает, как будто нет мелочей. И эта карта пересекается в энергиях с королевой Пентаклей. Это то, что она планирует, то, что вы планируете, у вас, безусловно, осуществится. И может быть где-то уже начало декабря вам прорисуется или станет ясна какая-то обстановка. И вот эта самая уверенность в завтрашнем дне, когда я уже могу составить себе план. И даже если придется его где-то корректировать, но это, наверное, та мечта, которую мы воплощаем в жизнь. Чем сердце успокоится, давайте узнаем. Правда, вот, наверное, как тройка мечей, разочарование, и сердце успокаивается, 8 мечей. Это карта внутренних страхов, которые уходят. Не мешай себе. И вот сердце успокаивается тем, что какой-то такой минус или сомнения, страхи, которые до этого времени искажали реальность, они просто с вами прощаются. Не вы с ними даже, я бы сказала, а они сами как будто уходят из вашей жизни. Уходит какая-то глубокая философия, которая совершенно не нужна. Есть конкретика. Вы словно меняете энергии, мои дорогие весы. Вы становитесь словно, знаете, больше думаете конкретно. Если до этого времени, может быть, и были какие-то идеи, и они были, но отчасти такие эфемерно-аморфные, может быть, я надеюсь, что вы меня правильно поймете. А здесь уже у нас 2 пентаклевые карты. Когда я вижу, что происходит в этот момент, я хочу контролировать все в этот момент, я хочу удержать, как те вопросы, что у меня удалось уже осуществить, и, отталкиваясь от этого, построить счастливое будущее. Здесь какая-то конкретика, вы по-другому видите вот этот самый мир. Может быть, у вас изменится отношение к деньгам, к заработкам вашим и отношение к личной жизни. Вот здесь могут быть такие счастливые метаморфозы с вами. Давайте карту совет. Ну, правда. Вот все то, что я долго вам рассказывала, вам выпадает карта Солнца. Удерживайте, мои дорогие, ваше Солнце. У вас как счастье, радость. Вот нам сказали, да, карта якоря и победа.
ну, как минимум 2 сферам жизни. Финансы – это важно очень. И ваша личная жизнь. И эта карта, помимо радости, счастья, приятных эмоций, удовольствия и так далее, но еще это карта выбора правильного направления. Вот вам как будто нужно будет удерживать, это будет важно, быть вот в этих энергиях, более таких материально конкретных, потому что по Солнцу это вы уже в начале декабря будете видеть ориентиры как минимум до середины 2024 года. И как чего-то не упустить, так и держать все под контролем для вас будет важно. И в то же время быть счастливым или счастливой, мои дорогие. Перекладывайте на себя. Я вас люблю. И будьте счастливы и любимы всегда.